Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте! Колесо фортуны. В чем вам повезет? И в этом видео мы сделаем расклад на двух колодах. Колода добра, Таро, карты, которую прорисовала великолепная художница Колет Барон Рид и мудрый таролог со стажем, огромным стажем. Она подает образы, значения карт с позиции позитивной психологии. И вторая колода – карты пасьянса, которые больше нам расскажут о событийном ряде. И если мы говорим о сроках, я не думаю, что это больше, чем 1-2 недели, ориентировочно до середины июля. Конечно, будем реалистами, может и ничего не совпасть, или у кого-то иногда, судя по цыганскому пасьянсу, который я делаю, мне изредка пишут, что у меня уже проигралось, или у меня это все случилось за один день. Мы все разные, мои дорогие стрельцы, поэтому перекладывайте на себя, как это в вашей жизни возможно, или просто допустить, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Для этого мы и делаем пасьянсы или таро-расклады, чтобы допустить. А что я буду делать, допустим, если вот как-то по-другому сложатся события? И на этой колоде добра, именно Таро, мы зададим вопрос, что вам будет помогать? Какие энергии более предпочтительны для вас, мои дорогие стрельцы? Итак, что стрельцам будет помогать? Верховная жрица. Вам не так часто выпадает эта карта. Это карта интуиции. В первую очередь, это та, которая все знает. Поэтому слушайте подсказки своего шестого чувства. Безусловно, не торопитесь. Карта нам говорит, если ты, стрелец, будешь допускать, что я сейчас полностью не вижу какую-то ситуацию, или вы будете допускать тот момент, что в любой момент что-то начнет меняться, дополнится, новые обстоятельства, которые вот на данный период времени вы еще можете не видеть. Тогда вы будете более осторожными. Тогда лучше будет работать интуиция. Допустить, что в принципе люди не говорят правды всей. В принципе, и не должны, и где-то мы также поступаем сами. По Верховной Жрице о себе много не рассказывать, мои дорогие. Не рассказывать о своих планах, не предвосхищать какие-то события, не делиться, может быть, личной жизнью или какими-то сокровенными тайнами. Это все то, что вам будет помогать. Вот как-то так. Что еще вам будет помогать, мои дорогие стрельцы? Неспешность. Вот смотрите, это старший аркан, второй. По этой карте мы предполагаем, что да, мы могли себе поставить какие-то сроки, а здесь могут быть задержки. Или когда мы признаем, что совершили какую-то ошибку. По этой карте мы признаем поражение. И значение, как ничего не дается бесплатно. И правда, всему, пусть это не, я не имею в виду деньги или какой-то материализм, но на самом деле мы должны заплатить какую-то цену. Любое дело, даже с позиции наших энергий, приложенных сил, оно подразумевает не то, что как-то оно само произойдет, а мы к чему-то прикладываем усилия. И если мы не приложили к какому решению того или иного вопроса или к нашему желанию какую-то продуманную стратегию и тактику, тогда тоже ничего не будет меняться. Об этом нам тоже говорит карта. Может быть, сама по себе неспешность этого периода где-то до середины июля. И знаете, планетарно ведь тоже начало июля, оно по гороскопу где-то не предполагает, что какая-то синкопа будет. Вот вторая половина июля может быть уже не на несколько иной. Мы смотрим на первую половину июля, поэтому просто не торопитесь, мои дорогие стрельцы, и вам уже эта неспешность будет тоже помогать. А все остальные вопросы, скорее всего, вам придется решать как-то вообще с другим подходом, если вы хотите вот так кардинально изменить ситуацию. И посмотрите, словно человек, он летает, танцует в полете. Какой-то прежний метод не сработает, об этом тоже говорит карта. И шестерка воды – это карта ностальгии. Показана девушка, которая смотрит в воду, и она живет в воспоминаниях.
У кого-то из вас что вам помогает? Может быть, как человек, которого вы хорошо знаете, вот по этой карте иногда проходят те люди из разряда, которые проверенные. По шестерке воды помогает. У кого-то может быть вот подобная ситуация в личной жизни, когда вы со своим любимым человеком на расстоянии. По разным причинам. И ожидание где-то тоже может пройти по этой карте. Или как люди из прошлого. Может быть какой-то человек конкретный из прошлого, которого вы много лет знали или хорошо знали. Он вам протянет руку помощи, если мы говорим «помогали», потому что у каждого здесь по-своему. Может быть, это не есть материальная помощь, это какая-то поддержка, дружеская поддержка. Или как ожидание того, что хорошие дела наспех не делаются. Уделить внимание тому, что вообще, я бы сказала, надежно, с учетом значения как и верховная жрица, как и карты повешенной, так и шестерки воды. Будет важно где-то и не замечтаться все-таки. Это то, что эфемерно. Просчитывать на пару шагов вперед ваши действия и какой результат от ваших действий получится. Вот такие энергии – это все то, что вам помогает. Может быть, помогает какую-то ошибку не совершить, но вообще сам по себе спокойный период. У кого-то от слова «спокойствие» может кровь в жилах закипать. Но я не могу по этим 3 картам, тут даже не зная карт Таро, уже становится ясно, что да. Ну, если мы и намеревались за пару дней какой-то вопрос решить, ну, наверное, может, не за пару дней, а за неделю-две нам придется чем-то заниматься. Давайте посмотрим на картах пасьянса, какие возможные события, именно события, будут связаны с этим периодом для вас, мои дорогие стрельцы. Я смотрю совпадающие значения. И вы смотрите тоже. Если я что-то пропустила, напишите мне, я отвечу. Обсудим. Итак, смотрим, что же для моих дорогих стрельцов. 2 недели. Ух ты. Лебедь совпадает. И лебедь – это всегда символ верности, символ любви. Каких-то приятных, кстати, новостей. Или, в принципе, ну, где-то сопряжено со спокойным течением жизни. Знаете, есть еще такое значение именно вот в этом пасьянсе, как поддержка свыше. Поэтому спокойное течение жизни, когда вам понравится. У кого-то это может быть банально отпуск. Смотрим, что совпало. Не вижу совпадений. Идем дальше. И у вас выпадает еще корабль. Посмотрите, у кого-то поездка, путешествие. Или когда вы соберетесь в отпуск, может быть и так. А еще, мои дорогие, это счастливые перемены. Все-таки корабль, если мы так немножко абстрагируемся, мы ведь смотрим с вами символы. Так вот, корабль – это один из символов Меркурия. И у кого-то из вас, если вы работаете и занимаетесь продажами, вот как раз продажи могут удачно пойти в гору. Или вы работаете с большим объемом информации. Или вы работаете с большим количеством людей. Вот как-то по бизнесу, по делам, по вашей работе дела, правда, пойдут в гору. Есть, по крайней мере, возможности. И это те перемены, которые, ну, знаете, вот для нашего благополучия. Это то, что добавляет улыбок на лице, и то, что нас чем-то все равно вдохновляет. Или действительно банально вы отправитесь, может быть, куда-то в путешествие. Вообще корабль, поскольку Меркурий или Гермес – это счастливый знак. Вот у вас какой-то счастливый знак. Мои дорогие стрельцы, не прошляпьте тоже. Может быть, поэтому нам карты и говорят, ты не торопись, иначе ты поторопишься, и ты просто можешь мимо какого-то очень удобного варианта или счастливого стечения ситуации, обстоятельств. Можешь на полном ходу проскочить и не увидеть те возможности, которые тебе дает пространство. Поэтому будьте внимательны. Смотрим, что нам еще расскажут карты.
вижу пока совпадений. Кто-то из вас, мои дорогие стрельцы, больше именно вот в эти 2 недели будет уделять внимание вопросам личной жизни. Я могу предположить так. Поскольку у нас начинается именно с лебедя. И дальше вот эти счастливый знак или перемены, что-то доброе, хорошее, у каждого, безусловно, будет по-своему. Не вижу я совпадений. Вот действительно спокойное течение жизни, хотя перемены есть, но здесь увидеть какие-то возможности для вас, вот это как бы основной посыл от всех карт, я вижу, по крайней мере, именно так. Смотрю, что еще может совпасть. Удивительно, но эти два значения, как счастливый знак и все то, что я по кораблю сказала, и верность, любовь, преданность, лебедь, значение лебедя. Напишите, если я что-то пропустила. Перекладывайте на себя, вот такая энергетика на ближайшие 2 недели для вас, мои дорогие стрельцы. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.